Так, ну что, всем привет! Давно не слышались. У нас с вами появилась Wartune Lite. Коротко в этом видео расскажу, что это за игра, чем она отличается от той игры, в которой мы играли, от Wartune Hell of Heroes, чем она отличается от ПК-версии, зачем нужен альфа-тест, да, вообще, дам вам ссылки на Discord на сам альфа-тест, чтобы вы могли зайти поиграть, расскажу, зачем нужно играть на альфа-тесте. Расскажу, зачем вам нужно будет зайти в Discord. Вот, подведем такие некие итоги. Ну и плюс расскажу немножко про воина, про то, как конкретно играть на воине в этой игре. Про луков и магов, я думаю, вы там сами разберетесь. Я человек, который играет за воина в этих играх. Ну, вы знаете. Вот, поэтому пару слов расскажу про этого персонажа. Так, погнали. Что такое Wartune Lite? Wartune Lite — это кроссплатформенная игра, и это очень круто. Что это значит? Это значит, что в эту игру вы можете играть и с ПК, и с мобильного устройства. Но выглядит она полностью как мобильная игра. То есть все то же самое, как у нас было в Wartune Hell of Heroes. Есть ряд отличий в этой игре, так как игра кроссплатформенная, рассчитана и на ПК, то есть это не полноценная ПК-версия, да, но в этой игре есть больше плюшек, чем было в Wartune Hell of Heroes. То есть это такая золотая середина между мобильной версией и версией для ПК. К примеру, вот у нас есть астралы. И как вы видите, последний астрал, который сейчас у меня заблокирован, он открывается на 45 уровне. То есть не как у нас было, да, где он открывается там на 70 уровне, на 80, да, а на 45. То есть, дойдя до 45 левела, вы уже пользуетесь всеми астралами. Это как бы фишка ПК-версии. Вот. Но, тем не менее, играть приятно. То есть абсолютно то же самое, что было в мобильной версии. Дальше, что еще? Какие есть приколы? Вы можете двигать карту. Персонаж будет стоять на месте, а вы можете двигать карту. То есть раньше в мобильном приложении такого не было. То есть вы, например, можете открыть, ну, как у нас это и было, мини-карту, да, где просто двигаться от точки до точки. Вот. Но если вам мини-карта не нужна, то есть, например, вам нужно спуститься к аметистовому руднику, вы просто подвинули карту, ткнули, все, персонаж побежал. Вы его не видите, чтобы его увидеть, нажимаете вот на иконочку, которая горит посередине, да, снизу, чик, и перемещаемся на персонажа. С одной стороны, это и удобно, с другой стороны, как по мне, в Hell of Heroes было лучше, в плане чего? Помните, вот, например, в той же самой аметистовой шахте, слева, вот здесь, да, где у нас выходит меню с квестами, здесь была кнопочка, то есть прям отдельная кнопочка. Вы ее нажимали, и персонаж автоматически бежал к человеку, который выдает, ну вот, к персонажу, который выдает там телегу. Вы взяли телегу, появилась следующая кнопочка, вы ее нажимаете, и он автоматически бежит, собирает аметисты. Здесь этих кнопочек нет, это минус, как по мне, но они не полностью, да, как бы сделали это минусом, да, они вот реализовали такую вещь, как движение карты, то есть вам, в принципе, эта кнопочка и не нужна, то есть персонаж у вас стоит там, вы переходите сюда, нажимаете на аметист, и, то есть, просто подвинули карту, нажали, и в этом плане, как бы, ну, такая реализация 50 на 50, и не кнопочки, но в то же время персонаж не всегда по центру, то есть вы всегда можете двигать карту, это круто. Так, что дальше? Какие есть еще отличия? Отличия в квестах, в ивентах. То есть, если вы помните, в Wartune Hell of Heroes мы постоянно использовали цикличность ивентов. То есть мы копили целую неделю ресурсы, через неделю ивенты повторялись, и мы эти накопленные ресурсы за неделю вливали непосредственно уже в сам ивент. Здесь система немножко другая. Смотрите, ивенты, сейчас я вам расскажу еще, что здесь по ивентам. Здесь в основном ивенты сделаны на
определенные достижения, то есть они разовые. То есть достигли вы там 40-го уровня, получили награду. Собрали там, не знаю, вот, ну вот, например, да, апнули гильдию до 5-го левела, получили награду. Вошли в там топ-3 по БРу на межсервера, получили награду. То есть здесь циклы, точнее не циклы, а ивенты, они не цикличные, но они постоянно появляются за какие-то определенные достижения. То есть здесь суть ивентов в том, чтобы вы достигли какого-то результата. И это тоже прикольно по-своему. Что еще здесь есть? Здесь есть еще вот такие вещи. То есть ежедневный чекин. За это тоже получают награду люди. И ежедневно появляются вот такие вот маленькие, такие, как сказать, квесты, да, вот, например, закалку духа сделать до 5-го левела. Вот я ее сделал, чик, забрал награду. 1000 раз получил астрал, чик, забрал награду. Там, апнул ферму, получил награду. Ну, и так далее. То есть, каждый день здесь идут вот такие маленькие квесты. Маленькие квесты, и за каждые эти маленькие квесты вы получаете награду. Это круто. Я так понимаю, что вот эти вот ежедневные квесты, они будут как бы, у них будет тоже некая цикличность, но постоянно на развитие. То есть сегодня вы сделали там 1000 астралов, да, на следующей неделе он может вам сказать, там, сделайте 5000 астралов, и вот такая-то награда будет у вас. По донату. Я, если честно, не понял, зачем в эту игру донатить. Правда, искренне говорю, не понял. Почему? Потому что даже на альфа-тесте люди, которые сюда задонатили, они вообще недалеко ушли от людей, которые не донатили. Вот я сутки не играл, у меня там 21 тысяча БР. Здесь у ребят, ну, если бы я играл эти сутки, просто нет смысла сейчас играть на альфа-тесте. Я сейчас расскажу об этом. Ну вот здесь ребята дошли, вот самый топ-1, 41 тысяча БР. Ну, у меня вот, ну, в 2 раза у него больше, с учетом того, что я не играл, и я вообще, в принципе, в эту игру не донатил. То есть в альфа-тесте. И на самом деле, что магазин здесь выглядит не так, как он выглядел в Hell of Heroes. То есть здесь такое ощущение, что доступно все для всех. Ну вот непосредственно сам донат. Вот. Да, сами паки. Вот есть еще вот какие-то такие паки. Ну, смотрите сами, да. Вот за $3 вы покупаете один приказ на прохождение МП. Чуть-чуть получаете бонусного адаманта, 2 ключа и чуть-чуть VIP. Кстати, про систему VIP. Это очень важно. Система VIP здесь очень интересная. Смотрите, сам VIP, уровень VIP, он разделен на 17 частей. То есть, не как у нас было, что вы покупаете VIP, он потихонечку копит у вас очки, да, и после этого с набором какого-то определенного количества очков у вас повышается VIP. То есть все зависит по большому счету от времени, да, вот такое-то количество времени вы с VIP, VIP за это время увеличился. Если VIP у вас пропал, то есть кончился, да, очки начинают откатываться назад, и VIP может упасть. Здесь этой системы нет. Здесь вы один раз получили VIP, все, то есть количество очков, как опыт. Вот набрали вы опыта на второй VIP, у вас есть все преимущества, вот они здесь написаны, второго VIP. И он уже никуда не денется. То есть его отдельно как бы покупать не надо. Вы донатите, к примеру, да, покупаете какой-то пак, за этот пак вам дается какое-то количество VIP очков. Вот видите, сверху полоса. Вот мне, кстати говоря, Google Play не дает донатить, не имею такой возможности. Всегда это, конечно, можно обойти, кого-то попросить, там, человека из-за границы, перевести ему другим способом деньги, он там зайдет, задонатит. Ну вот Google Play с Россией не работает. Ну окей, ладно. Продолжаем про VIP. Вот
смотрите, полоску вы заполнили, да, первого уровня. У вас дальше следующий VIP, второй. У него здесь уже совсем другие плюшки, совсем другие преимущества. Потом третий, потом четвертый, потом пятый, потом шестой, потом седьмой, восьмой, девятый, десятый. Сколько же здесь уровней VIP? Ребята, здесь, если мне не изменяет память, да, 17 уровней VIP. Чем прикольна такая система? Тем, что один раз вы сделали этот VIP, и он с вами навсегда, то есть с этим персонажем. Дальше, очень классные награды за уровень VIP. 17 уровень, конь. 16 уровень, конь. 15 конь. 14, 13, 12 и так далее. Здесь и шмот, и коней дают, и камни. Кстати говоря, 7 уровень камней. Топ здесь, по-моему, 8 уровень камней. То ли 7, то ли 8. Вот, по-моему, 8. То есть 7 вы можете получить отсюда. 7 вы можете получить из тайной лавки. Но максимум здесь 8 левел. То есть понимаете, да, что это очень ранняя, скажем так, это очень ранний патч этой игры в принципе. Давайте про патч поговорим отдельно. Да, вот, кстати, смотрите, тайная лавка, здесь обмен. Да, здесь нет той тайной лавки, которая была у нас, что вы можете продать какой-то товар, и другой игрок его может купить. По крайней мере, в альфа-тесте этого нет. Возможно, это появится на релизе, на альфа-тесте пока нет. Ну и, соответственно, та же самая система Mystery Shop. Покупаете либо камни. Вот здесь можем видеть, что люди здесь покупают максимум 7 камни. Вот. Но я слышал, что вроде топ по камням 8. Тот же самый босс. Да, то есть у нас был там дракон, здесь волк. Или у нас тоже волк был, я уже не помню. Вот. Давайте про патч. Это патч ранний Вартюн. Здесь только первая эволюция сильфов, насколько мне это известно. То есть мы можем посмотреть по магазину, по скиллам. И здесь мы увидим скиллы только на... вообще здесь вот я вижу скиллы только на Еву. Ну вот на самого-самого-самого первого сильфа, да. Но вроде как здесь есть джин. То есть первая эволюция сильфов здесь есть. То есть джин, потом кто этот, как он у огня называется, там трехголовый пес, да, адский пес вот этот. У огня, ну и так далее, у ветра, у воды, там, у тьмы, у света. То есть только первая эволюция. И это круто. Почему это круто? Потому что вы здесь видите потолок вашей раскачки. И топы, даже те, которые донатят, они в принципе не очень сильно будут убегать вперед по БР от вас. Реально это так. Вот я на альфа-тесте это прям прочувствовал. Если вы старый игрок, если у вас прямые руки, если вы понимаете, как играть, вы за пару-тройку месяцев, не донатя вообще ничего, в принципе сможете тягаться с теми людьми, которые донатят. Да, где-то они чуть-чуть будут посильнее по БР, но вот даже то, что я здесь вижу на альфа-тесте, такое ощущение у меня складывается, что люди не все умеют играть. Хотя альфа-тест это по сути тест для людей, которые, ну, знакомы с игрой. Но тем не менее, вот встречал в боях, видели в предыдущем ролике, я бился там с ребятами, которые, ну, сильнее меня по БР, но вот просто даже ставят какие-то кривые астралы. Вот, например, на 30-й сет ребята ставят крит воину. Зачем? Магу ставят крит. До 50 уровня здесь вообще на персонажа крит ставить нет смысла. Ну, имеется в виду магом и воином. Как это и было у нас. То есть, если у тебя там 50-й, ну, на 50-м, окей, мы уже там ставили.
Но до 50 уровня только антикрит. Только антикрит вы гораздо стабильнее наносите урон. Луки, понятно, Луки немножко другой персонаж. Там, в принципе, упор идет на крит. Вот. Но маги и воины здесь ставят крит, я захожу с антикритом и просто их выношу. Почему? Потому что у меня каждый удар с бонусом по урону идет. А у них из 10 ударов, если 2 вылетят в криты, то хорошо. Все остальное без крита, а значит в 2 раза слабее просто по урону. И таких людей здесь очень много. Реально очень много людей. То есть вроде бы они знают про игру, вроде бы они играли, но когда дело касается там PvP и раскачки персонажа, по факту люди ничего не могут сделать в бою. Что еще хотел рассказать? Почему в альфа-тест нужно играть сейчас, да? И какая цель? Seven Road сделали альфа-тест не просто так. Они ищут баги. Здесь есть комьюнити. Комьюнити в Дискорде. Ссылку, кстати, на Дискорд я вам дам в описании к этому видео. И ссылку на саму игру. То есть ищут люди баги на ранней стадии этой игры. И они дают плюшку. То есть если вы здесь на альфа-тесте раскачались до 40 уровня, на релизе вы получите какой-то бонус. Вроде как это будет конь. Конь и еще какие-то плюшки. Альфа-тест работает до 27 числа. То есть, если вы завтра начнете играть, то у вас вполне хватит времени докачаться до 40 уровня. Мы вот с ребятами, с командой докачались до 40 уровня за, получается, 5 дней. То есть, у вас в запасе даже есть 6 дней. А если там в рулетке, здесь есть рулетка, она бесплатная, это не та рулетка, которая была у нас, вот она. То есть каждый день тут 5 или 7 попыток есть покрутить эту рулетку. И здесь есть приказ. Если вам в рулетке падает приказ, то в принципе вы можете достичь 40 уровня гораздо раньше. То есть если есть приказы, с приказами и свитками на 100% опыта, вы можете достигнуть 40 уровня и за 4 дня. Поэтому заходите на альфа-тест, ссылка, как я и говорю, будет в описании. Достигайте 40 уровня и особо не парьтесь, не напрягайтесь по поводу игры здесь на альфа-тесте. Вот я сутки уже не играю, не захожу, потому что достиг 40 уровня и не понимаю, не вижу смысла вообще, зачем здесь люди что-то качаются. Вот я смотрю, здесь люди дальше развиваются, делают циклы, делают какие-то квесты. Зачем, непонятно. 27 числа это все пропадет. То есть единственная задача, которая была, это достичь 40 уровня, поискать баги, поиграть. Ну окей, поиграли. Зачем ребята дальше качаются, тратят на это время? Ну, непонятно. Вот. Что еще хотелось бы сказать по поводу русскоязычных игроков. Да, очень много ребят из России, из Украины, из других уголков мира, с Беларуси, из Казахстана, которые играют в эту игру, говорят по-русски. Ребят, всех вас я приглашаю в Discord, заходите по ссылке. Ребята из Seven Road добавили в Discord российский чат. Я честно скажу, я в Дискорде не разбираюсь. Это что-то типа социальной сети, что-то типа Телеграма. То есть там и какие-то есть группы, и можно общаться, и созваниваться, и какие-то трансляции вести. То есть это такое полноценное прям приложение, в котором можно общаться. То есть цель единственная — получить общение. И там есть русский чат, и там сидят русскоговорящие ребята. Скорее всего, на релизе эти ребята объединятся в одну гильдию. Кто хочет играть в хорошей гильдии, я вас всех приглашаю в Discord. Сам, если честно, я еще не решил, буду я играть в релиз или не буду. То есть, так, скрывать не буду, решение еще не принято. Мне очень нравится игра, я фанат этой игры, но я уже, как мне кажется, свое отыграл. Вот. Буду ли я начинать заново весь этот путь здесь, пока не знаю. Вот, скажу так. Так, что еще? Что еще хотел рассказать? Про чат.
Здесь, кстати, есть русская клавиатура, то есть можно писать по-русски. И это все увидят. То есть, хоп, и здесь появляется такое сообщение. Ну, то есть, как на ПК-версии. Как на ПК-версии, просто интегрировано в мобильное. Интерфейс, как вы видите, изменен. Да, то есть, все немножко выглядит по-другому. Если быть честным, то мне больше нравилось, как это было сделано в Hell of Heroes. Но вот плюс этой игры в том, что она кроссплатформенная, и по сути приложение, через которое вы играете, это не приложение. Это просто браузер для игры. То есть игра вся, она идет на сервере, не у вас на телефоне. Здесь есть прогрузки. То есть вот сейчас перейдем в земли. Я перехожу в земли. Ну, кто знает версию ПК, понимает, да, что это за земли. Это просто земля, где стоит твой город. Ты в день можешь напасть на 5 человек, своровать у них золото, если они хранят золото у себя, никуда не вкладывают. Плюс здесь есть такие некие боссы, вот типа вот таких. Их тоже там в день ты убиваешь, ну, несколько штук, получаешь золото, получаешь кианит. Вот. Плюс здесь есть золотые шахты. Захватываешь золотую шахту, и она на протяжении 12 часов приносит тебе голду. Вот. Поначалу золото как бы очень такой важный ресурс. Вот. То есть здесь есть прогрузки. Вы обратите на это внимание, когда... Ну вот, видите, земля как бы прогружается, персонажи как бы прогружаются. Почему это происходит? Потому что все идет на сервере онлайн, и по большому счету ваше приложение это просто браузер для игры. То есть это не само приложение, как это было в Hell of Heroes. И это очень большой плюс. Почему? Потому что как только будут выходить новые патчи, им не придется переписывать код приложения. Им не придется делать обновления супер какие-то. Знаете, ну помните, как у нас это было? Идет какой-то патч, и мы можем неделю просто сидеть ждать. Здесь этого не будет. Они все это сделают на своем сервере. Мы просто загрузим, подгрузим это и будем продолжать играть, как ни в чем не бывало. То есть это прям, ну, неоспоримый плюс. Ну, версия игры... Тут заново нужно будет привыкать, как и к интерфейсу. Интерфейс другой, он чем-то похож на наш, но также и сильно отличается. Но я уверен, что люди, которые играли в эту игру, они разберутся в этом очень-очень-очень быстро. Да. Здесь, кстати, не работает система перетягивания. Помните, как у нас было? Зажимаете астрал и куда-то его потянули. Нет, здесь все идет на кликах. То есть надо вам убрать астрал. Вы его берете, нажимаете кнопочку One Equip. И все, он уходит. Equip. Он спрашивает, куда вы нажимаете, куда его поставить, и он туда ставится. То есть все на кликах. И в рюкзаке то же самое. Все происходит на кликах. Передвигать здесь ничего нельзя. Сортировка, продажа. Там, если что-то нужно продать, видите, у всех появляются галочки. Вы их выделяете сначала, что нужно. После этого нажимаете кнопочку Sell и там продаете. То есть немножко механика изменена. Прям совсем немного. Ну, разберетесь быстро. Я за 4 дня привык к этому интерфейсу настолько, что я уже не все хорошо помню, как было в Hell of Heroes. И еще некоторые изменения для тех, кто играл только в мобильную версию по шмоту. Шмот здесь опознается за голду, и он требует 800 тысяч голды для B вещей, и для C вещей, по-моему, чуть поменьше. Сейчас посмотрим. Да, чтобы опознать C, 400 тысяч. Вот. Как это работает, я еще не проверял. Сейчас вот вместе с вами проверим. Давайте попробуем опознать. Неудачно. 30% шанс. Давайте, знаете, пока есть голда, давайте C вещь попробуем. Там 400. Просто поймем, как это работает. 40%. Так, на 2 звезды опознали.
Что это значит? Это значит, что мы получили... Было 5, стало 7. Если я правильно понимаю. То есть чуть-чуть мы что-то опознали. Ага, вот сама процентная эффективность. На 5 звезд 10%. Так, вот здесь мы на 4 опознали. Так, а здесь на 1. Ну, то есть опознание происходит вот таким образом. Не как у нас это было. Не как у нас это было за духи моды. Здесь за голду, здесь попроще в этом плане. Синтез идет точно так же, как и он был реализован у нас. То есть шмотка, дух моды. Либо шмотка-шмотка с непосредственно вот с Lucky Charm. То есть с этим жетоном на успех. Все то же самое. Вот. В общем, игру рекомендую. Игра классная, она будет долго жить. Я в этом уверен. Почему? Потому что, во-первых, Seven Road, компания достаточно старая. И, я уверен, что эти ребята понимают и умеют делать игры. Они очень много лет живут. У них есть ПК-версия. Вот плюс у них есть такая кроссплатформенная версия. Я уверен, что огромное количество игроков, которое ждало мобильную версию, оно вот зайдет, будет сюда играть. Плюс еще подтянутся ребята, те, кто играли на ПК. Версия игры старая. Здесь не будет 4-5 миллионов БР. Здесь все приземленно, все классно, все быстро качается. И в целом, да, вас будут, может быть, шокировать цены. То, что мы получали в Hell of Heroes бесплатно, здесь будет стоить, может быть, каких-то денег, но и потолок вы будете развития видеть. И это очень круто, это очень здорово. То есть здесь не будет 500 тысяч БР. Вот мне кажется, на 80 уровне здесь, если вы там докачаетесь до 350-400 тысяч БР с первой эволюцией сильфов, это будет прям вау, круто. То есть понимаете, да, что не будет вот этого гигантского отрыва, как это было с ребятами в Hell of Heroes. То есть вы заходите, а у них уже по 3 миллиона БР. Нет, здесь в этом плане все шикарно. Вот. А по поводу деймонов спрашивали ребята, будут ли вводить деймонов. Те, кто играет в мобильную версию, вообще не понимают, о чем это. Деймоны и заклинатели есть в ПК-версии. Я уверен, что их здесь не будет. Не забивайте себе этим голову. Если и появятся, они появятся не скоро. Почему? Потому что только первая эволюция сильфов. Сначала будет первая эволюция, потом вторая, потом третья. И только после третьей эволюции, а это несколько патчей, я уверен, что это несколько лет развития, может быть, через 2-3 года они введут деймонов, заклинателей и так далее. Хотя я не уверен. Честно, я не уверен, потому что они здесь нафиг не нужны. У этой игры есть патчи и уровни развития на 10 лет вперед без деймонов и без заклинателей. Вот 10 лет можно играть в эту игру, каждый год делать новые патчи, и не нужно будет вводить деймонов. То есть деймонов и заклинателей ввели уже когда, я не знаю, когда не знали, что придумывать на ПК-версию в этой игры. Вот уже впихивали, я не знаю, там, китайцы придумывали что-то, да давайте сделаем еще одних персонажей, которые будут бегать за основным персонажем. И сделали. Люди поиграли в эти 5 лет, им стало мало, хотелось развития. Давайте сделаем ему аватара, давайте сделаем основного персонажа там изменяемым в заклинателя, еще новую ветку развития. Короче, придумывают уже всякую фигню, и здесь этого не нужно. 10 лет времени есть для того, чтобы играть. Играйте, кайфуйте, наслаждайтесь игрой, переходите по ссылкам. Вот. Ну и не знаю, увидимся, не увидимся. Может быть, что-то еще для вас запишу. Все, всем пока. Если какие-то вопросы остались, пишите в комментарии. Постараюсь текстом на все ответить. Все, пока, всем удачи.